В маленьком городке жил мужчина средних лет по имени Майкл Коллинз. У Майкла был кот по кличке Купер. Куперу было 5 лет, его шерсть была полосатой и очень пушистой. Майкл не мог представить свою жизнь без Купера. Кот был для него не просто питомцем, а настоящим другом, который всегда встречал его у порога после тяжелого рабочего дня. Каждое утро Купер тихо мурлыкал, когда Майкл готовил себе завтрак, и это уже стало частью их ежедневного ритуала. Питомец просто обожал спать на подоконнике и наблюдать за птицами во дворе. Майкл работал бухгалтером в местной компании. Его жизнь была спокойной и размеренной. Каждое утро он просыпался, кормил Купера, завтракал и шел на работу. Вечером мужчина возвращался домой, смотрел телевизор и ложился спать, а Купер всегда ложился у его ног. Так проходили его дни неделя за неделей. Однажды утром Майкл проснулся от странного звука. Купер царапал входную дверь и громко мяукал. Это было необычно, потому что Купер редко просился на улицу. Майкл открыл дверь, и питомец сразу выбежал наружу. Майкл не придал этому серьезного значения и пошел на работу. Весь день он думал об Купере, надеясь, что кот обязательно вернется домой, ведь питомец уже несколько раз куда-то убегал, но к вечеру всегда возвращался. Однако, когда Майкл вернулся вечером, Купера дома не было. Мужчина начал сильно волноваться. В ту ночь без Купера Майкл почти не спал, постоянно проверяя окно в надежде увидеть его пушистый силуэт на подоконнике. Так прошло 3 долгих дня. Майкл не терял надежду найти питомца. Он расклеил объявление о пропаже кота по всему городу. Мужчина по несколько часов в день ходил по улицам и громко звал Купера. Вот только кота нигде не было. Майкл стал беспокоиться, считая, что на Купера могли напасть бродячие собаки или его сбила машина. На 4-й день, когда Майкл вернулся с работы, он неожиданно увидел Купера сидящим на крыльце. При этом кот выглядел уставшим, но вполне здоровым. Майкл очень обрадовался и сразу бросился к своему питомцу. Когда мужчина подошел ближе, то с удивлением заметил, что на ошейнике Купера что-то прикреплено. Это была записка. Майкл сильно удивился. Он развернул записку и прочитал: «Ваш кот обладает невероятными способностями. Он удивительный. Пожалуйста, позвоните мне. Джессика Смит». Майкл был в недоумении. Он перечитал записку несколько раз. Хоть мужчина сильно любил своего питомца, но он никогда не замечал у него каких-либо особых способностей, отличающих его от других кошек. Заинтригованный загадочным посланием, Майкл покормил Купера и сразу позвонил по указанному в записке телефонному номеру. Женщина на другом конце провода представилась Сарой Смит. Она сказала, что работает сейсмологом, и рассказала Майклу удивительную историю. 3 дня назад она работала в своей лаборатории, когда туда забежал серый полосатый кот. Кот был очень беспокойным и постоянно мяукал. Сначала Джессика попыталась выгнать наглое животное, но кот тут же вернулся. Тогда женщина присмотрелась к нему получше и заметила, что кот не только громко мяукал, но и постоянно царапал пол в определенном ритме. Женщина даже начала записывать этот ритм. Через несколько минут ее приборы зафиксировали небольшое землетрясение. Ритм царапания кота довольно точно совпадал с сейсмической активностью. Майкл слушал все это с недоверием. Он не мог поверить, что его Купер мог каким-то образом предсказать землетрясение. Но Джессика очень настаивала на личной встрече. Она хотела провести некоторые тесты с котом, на которые обязательно нужно было согласие Майкла. На следующий день Майкл принес Купера в лабораторию Сары. Там были другие ученые, которые с интересом рассматривали кота. Они провели серию научных экспериментов. Для этого Купера помещали в разные комнаты с сейсмографами и другим оборудованием. К удивлению всех присутствующих,
Каждый раз перед тем, как приборы фиксировали даже малейшую сейсмическую активность, Купер начинал проявлять беспокойство. Он мяукал, царапал пол или стены, иногда даже пытался спрятаться. Ученые были в восторге. Они никогда не сталкивались с подобным явлением. Джессика объяснила Майклу, что Купер может быть невероятно ценным для науки. Его способность предсказывать землетрясения могла в будущем спасти множество жизней. Майкл не знал, что думать. С одной стороны, он гордился своим необычным котом. С другой стороны, он боялся, что ученые заберут Купера для исследований. Он любил своего питомца и не хотел с ним расставаться. Джессика заверила Майкла, что они не собираются забирать Купера насовсем. Ученые предложили мужчине сотрудничество. Майкл мог бы приносить Купера в лабораторию несколько раз в неделю для наблюдений и тестов. Майкл согласился, но с условием, что он будет присутствовать при всех экспериментах. Он хотел убедиться, что с Купером хорошо обращаются. Ученые согласились на его условия. Так началась новая глава в жизни Майкла и Купера. 3 раза в неделю они приходили в лабораторию. Купер проходил различные тесты, а ученые записывали результаты. Майкл наблюдал за всем процессом. Постепенно новость о коте, предсказывающем землетрясение, распространилась по научному сообществу. В город начали приезжать ученые из разных стран. Все хотели увидеть Купера в действии. Майкл начал испытывать сильное напряжение. Ему звонили журналисты, просили дать интервью. Некоторые люди даже предлагали купить Купера за большие деньги. Но Майкл отказывался. Для него Купер был не научным экспериментом, а любимым питомцем. Однажды вечером, когда Майкл и Купер вернулись домой после очередного дня в лаборатории, кот начал вести себя странно. Он метался по квартире, громко мяукал и царапал стены. Майкл сразу понял, что это значит. Он позвонил Саре и сообщил о поведении Купера. Джессика немедленно связалась с властями города. Был объявлен режим повышенной готовности. Людей попросили покинуть здание и выйти на открытые пространства. Через час после того, как кот начал странно себя вести, произошло сильное землетрясение. Благодаря раннему предупреждению никто серьезно не пострадал. Так Купер стал героем города. После этого случая жизнь Майкла полностью изменилась. Он стал настоящей знаменитостью. Люди узнавали его на улицах, просили сфотографироваться с Купером. Майкл чувствовал гордость за своего кота, но также и беспокойство. Ученые хотели проводить все больше и больше экспериментов. Они говорили о том, что нужно изучить ДНК Купера, провести более глубокие исследования его мозга. Майкл начал бояться, что его кота превратят в подопытное животное. Мужчина решил ограничить время, которое Купер проводил в лаборатории. Теперь они ходили туда только раз в неделю. Джессика была недовольна, но Майкл настоял на своем решении. Он хотел, чтобы Купер оставался прежде всего его домашним любимцем. Жизнь постепенно начала возвращаться в нормальное русло. Майкл все еще работал бухгалтером, но теперь у него появилось новое хобби. Он начал изучать сейсмологию, чтобы лучше понимать способности своего кота. Купер продолжал предсказывать землетрясения. Его способности помогли спасти множество жизней не только в их городе, но и в других городах. Майкл очень гордился своим невероятным питомцем. Прошел год с того дня, когда Купер впервые предсказал землетрясение. Майкл сидел дома и смотрел новости. Там рассказывали о последних достижениях в области предсказания землетрясений. Ученые разработали новый прибор, который мог предсказывать подземные толчки за несколько часов до их начала. Майкл улыбнулся и посмотрел на Купера, который спал на своем любимом месте на подоконнике. Мужчина прекрасно знал, что именно его кот вдохновил ученых на создание этого прибора. Купер открыл глаза и мяукнул, словно понимая мысли своего хозяина. Майкл подошел к коту и погладил его.
Он думал о том, как один маленький пушистый зверек изменил весь мир. Благодаря Куперу люди стали лучше понимать природу и научились заранее готовиться к ее угрозам. Но для Майкла Купер всегда оставался просто любимым котом. Котом, который любил спать на солнышке, играть с бумажными шариками и мурлыкать, когда его гладили. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.